Bring Me The Horizon – группа, которая показала, как можно переродиться и кардинально изменить свое звучание, оставаясь на вершине. Многие фанаты разделились на два лагеря. Кто-то недоумевает от смены жанра и образа, а кто-то смирился и продолжает слушать все песни. Но сегодня мы покопаемся в начинке и узнаем, что же хотели ребята за все это время сказать в своем творчестве. О чем поют Bring Me The Horizon? Погнали! Во время акустического живого выступления в 2019 году вокалист Оли Сайкс признался, что песня ничего не значит, и вообще она ему не по душе. Логично, дэткор в то время активно развивался, и в лирике было важно обязательно упомянуть кровь, смерть, какую-то неизлечимую болезнь по типу чумы и приправить все падением человечества. Классика. Но раз Оли не видит здесь посыла, может, мы постараемся что-то накопать. Текст похож на мрачный комментарий о моральном разложении общества и окончательной гибели, которой оно может привести. Здесь описывается женщина, которая продала свою любовь и мораль ради жизни, потворствующей таким порокам, как алкоголь и распущенность. Припев призывает слушателей закрыть глаза и молиться о бедствиях, подразумевая, что мир должен быть очищен от грехов, прежде чем он сможет возродиться. Выражение обрезания уголков рта от уха до уха для фальшивой улыбки известно как улыбка Челси или улыбка Глазго, отсюда и название песни. В припеве рассказывается о травмирующей ситуации, разрушавшей жизнь Оливера. Никто, кроме близких друзей, не знал, что происходило. Однако позже Оли признался, что в тот период у него были серьезные проблемы с наркотиками, и эти строчки это объясняют. Он улыбался, делал вид, что все хорошо, но внутри его разрывало чувство вины. Проблемы со сном ухудшали общее состояние. Единственное, что его спасало от лишних вопросов, это фальшивая улыбка. Оливер поет о том, что недоброжелатели видели его состояние и злорадствовали. Diamonds Aren't Forever – песня об отказе от сна, которую участники группы считают слабостью. Повторяющийся припев дает понять, что группа никогда не успокоится, пока не умрет, что свидетельствует об их безжалостной преданности своей работе. Строчки «Сон просто двоюродный брат смерти» и «Смерть заберет нас всех» подчеркивает страх и неизбежность смерти, а также неуверенность в том, есть ли что-то помимо жизни. Сон связан со смертью. Это все бессознательное состояние. И во сне, и во время смерти вы не осознаете, что происходит вокруг вас. Строки в бридже «Если ты думаешь, что жив, то лучше тебе умереть» указывают на то, что группа считает, что жизнь без цели или страсти не стоит того. Строчку «Так бросай бриллианты в небо» можно интерпретировать как иронический взгляд на одержимость материальным, за которое люди цепляются, в то время как группа заявляет, что они навсегда останутся золотыми. Возможно, олицетворяя идею жизни со страстью и целью, а не бесконечному стремлению к материальным благам. В целом, Diamonds Aren't Forever – это песня о преданности группы своей работе, страхе и неизбежности смерти, побуждающая слушателей жить в полной мере, а не зацикливаться на материальных вещах. Песня с участием Лайтс глубоко погружается в сложную природу человеческого опыта и противоречивых эмоций, которые живут внутри нас. Она исследует двойственность света и тьмы, рая и ада, а также скрытые миры, которые существуют внутри нас самих. Песня начинается с библейской отсылки на распятие Христа. Оли заявляет, что заслуживает наказания за свои ошибки. Однако, поскольку он не верит в идеи рая и ада, ему нечего бояться. Повторение строк «Я океан, я море, внутри меня целый мир» в припеве создает ощущение внутренней суматохи и безбрежной глубины. Океан и море символизируют природу наших эмоций и внутреннего «я». Он предполагает, что внутри каждого человека находится целая вселенная, наполненная тайнами, желаниями и глубоко укоренившимися эмоциями. Лирика передает ощущение ошеломления необъятностью внутреннего мира. Бридж вводит интересный контраст. Строки «Ад есть, поверь мне, я его видел», «Есть рай, давай сохраним это в секрете» добавляют глубины исследованию человеческого опыта в песне. Это подразумевает, что говорящий стал свидетелем более темных аспектов своего внутреннего мира, метафорического ада. Это может означать личную борьбу, травму или негативные эмоции. С другой стороны, строчка «Рай есть, давай сохраним это в секрете» признает существование более яркого и позитивного аспекта внутри себя. Это говорит о том, что мы часто скрываем свои внутренние радости и моменты счастья, возможно, из-за страха. Crucify Me – это изображение сложности человеческого опыта.
и глубин нашего внутреннего «я». Используя метафоры, повторения и контрастные образы, песня предлагает слушателям погрузиться в свой собственный внутренний мир и принять свет и тьму, которые обитают внутри. It Never Ends, возможно, об усталости и отчаянии из-за испортившихся отношений. Лирика предполагает, что у главного героя изначально были случайные отношения, которые переросли в нечто более серьезное. Однако, несмотря на изменение характера отношений, партнерша как бы остается ненасытной, требуя от главного героя большего. Главный герой переключает свое внимание на внутреннюю борьбу со своими эмоциями, часто говоря себе, что все в порядке и под контролем, но в конечном итоге признавая, что отношения негативно влияют на него, не давая ему спать по ночам. Эта строка предполагает, что отношения превратились в бесконечную битву, которую главный герой проигрывает. Повторное упоминание выражения «гвоздь в гроб» означает метафорическую смерть, возможно, означающую конец отношений. Тем не менее, главный герой чувствует себя в ловушке и бессилен сбежать. Концовка песни представляет собой повторение строки каждую секунду, каждую минуту, каждый час, каждый день. Это никогда не закончится, подчеркивая непрекращающийся характер мучений, с которым сталкивается главный герой. Но вариант про деструктивные отношения достаточно поверхностный. Что если отношения – это зависимость Олли, которая начиналась как развлечение, а переросла в разрушающую неизбежность? Наконец он признает, что зависимость побеждает. Это не дает ему спать и в результате влияет на повседневную жизнь. Ему кажется, что эта борьба никогда не закончится, но он продолжает бороться. На первый взгляд песня рассказывает историю неудачных отношений и борьбы с депрессией. Но на самом деле Оливер Сайкс рассказывает об убийстве Терри Херста. Терри был мальчиком, который учился в той же средней школе, что и Сайкс. Его убили косой трое подростков, один из которых, Джон Соден, приходился Олли двоюродным братом. Кроме того, сказано, что нет никаких доказательств того, что они принимали наркотики, и хотя в тот вечер ребята выпивали, количество алкоголя было небольшим. Сайксу кажется, что он больше не узнает своего кузена после того ужасного поступка. Олли рассказывает о своих ночных страхах и сонном параличе и описывал яркие кошмары. Изначально я хотела рассматривать песню с отсылками на токсичные отношения, но потом нашла эту информацию про убийство и поняла, что оно тоже имеет место быть. Но уж не знаю, насколько это проверенный факт. Моя любимая песня «Can You Feel My Heart» группы Bring Me The Horizon посвящена попыткам найти в себе силы, попросить о помощи и выразить боль от одиночества и сломленности. Певец спрашивает слушателя, могут ли они услышать тишину и понять тьму, и могут ли они помочь исправить то, что сломано, и в конечном итоге почувствовать его сердцем. Бридж еще больше подчеркивает страх и отчаяние певца, пытающегося побороть своих внутренних демонов. Песня – это крик о помощи, поскольку лирический герой пытается найти утешение и надежду. Это о том, что иногда стоит признать, что у вас есть проблема, что что-то не так. Оливер Сайкс много лет страдал депрессией, его жизнь была похожа на американские горки со взлетами и падениями. Я никогда не был депрессивен до такой степени, что хотел покончить с жизнью, мне просто было насрать. Меня явно не волновало, жив я или мертв. Итак, Оливер просит прощения за то, что он мог сделать. Они говорят вам, это болезнь, но это все чепуха, это не болезнь, это проблема с самим собой. Врачи говорят, что борьба будет каждый день, что наркоман на всю оставшуюся жизнь. Чушь. Я никогда не оглядывался назад с тех пор, как стал чистым. Я стал чистым для своей семьи, друзей и группы. Я не очистился для Бога. Эта песня продолжает раскрывать тему борьбы Сайкса с зависимостью. В ней он описывает, как вещества отключают от реальности и вызывают галлюцинации. Сайкс отметил, что считает эту песню одной из лучших из написанных группой. В конечном счете песня размышляет о необходимости стойкости и призывает слушателя продолжать двигаться вперед и не позволять своей борьбе определять их. Песня о примирении с болью и страданиями, которые мы иногда испытываем в жизни. Это песня надежды и стойкости, признающая, что все мы переживаем трудные времена, но в мире все еще есть надежда и свет. Рассказчик размышляет о борьбе. Он приходит к пониманию, что ему нужно начинать с самого дна. В конце концов, песня дает ощущение утешения и надежды на то, что даже во тьме есть больница для душ, где людей встречают с поддержкой, пониманием и любовью. Басист Мэтт Кинг поделился. Это самая эмоциональная лирика Олли, которую я когда-либо слышал. Помню, когда я впервые увидел ее, я был за пределами страны и сразу же написал:
Это безумие. Это отличный способ закончить альбом. Мы должны были раздавать бесплатную коробку салфеток вместе с ним. Это песня о восхождении. Я думаю, это как восстание из пепла. Я изменился. Текст песни означает «попрощайся со старым человеком, смотри, как я горю, и возрождаюсь новым». Оли говорит, что потребовалось много мотивации, чтобы на самом деле измениться. Он хотел, чтобы оцепенение внутри ушло. Он не осознавал, что все, чего он когда-либо хотел, у него уже было. Например, друзья, музыка и любовь. Все это способствовало его желанию изменить свой образ жизни. Песня Shadow Moses повествует о чувстве тупика, который может испытать каждый человек. Тебе кажется, что ты застрял на месте, движения не происходит, что бы ты ни делал. Песня – метафора жизни, выражающая чувство зависания в одной и той же точке, неспособности разорвать круг и обрести свободу. Басист Мэтт Кин рассказал: в песне есть две отсылки к Metal Gear Solid, компьютерной игре 1998 года. Название песни является отсылкой на игровой сеттинг, а вокальная партия в начале припева основывается на песне из финальных титров, которая называется «The Best Is Yet To Come». Песня «Drone» рассказывает о трудностях, которые могут вас угнетать. Лирика иллюстрирует чувство одиночества, депрессии и отчаяния. В тексте говорится о желании избежать от этих чувств и о том, что лирический герой потерян в жизни и не в силах найти выход. Припев призывает кого-то исправить рассказчика, погрузиться и спасти его от самого себя, а не дать утонуть. Бридж служит напоминанием о том, что рассказчик не может сделать это в одиночку и признает необходимость поддержки со стороны своих близких, чтобы пережить эти трудные времена. Когда мы создали группу, то мы были молоды, и я не хочу сказать, что мы прятались за шумом, но это именно то, что нам в то время нравилось. Когда мы становимся старше, наши вкусы в музыке меняются, мы просто пытаемся отразить это в том, что делаем. Мы не пытаемся написать то, что хотели бы 10 лет назад. Видимо, так Оля объясняет изменение привычного звучания группы. Это песня о стойкости перед лицом невзгод. Оливер говорит о преодолении трудностей и боли через решимость и мужество. Рассказчика предали и оставили, но это его не остановит. Он построил империю из палок и камней, брошенных ему на пути. Несмотря на боль и страдания, лирический герой готов простить и набраться сил, чтобы бороться дальше. Каждая рана и шрам будут формировать рассказчика и в конечном итоге возводить его на трон, давая ему венец силы и стойкости. Эта песня о мужестве преодолевать любые препятствия и становиться сильнее. Это одна из самых простых и понятных песен, которые мы когда-либо делали. Один из моих друзей сказал выражение «бросьте меня на растерзание волкам». Оно заставило меня серьезно задуматься о том, что люди, которые хотят вас сломить, также делают вас сильнее. Песня продолжает основную тему о том, как справляться в тяжелые времена. В этой песне Оливер поет, что утешение может найти в музыке. Лирика предполагает, что, проходя через трудный период, важно найти время, чтобы сосредоточиться на себе, найти что-то, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, что бы это ни было. И помнить, что ничто не вечно, и сложный период когда-то тоже будет позади. Песня говорит о силе музыки как о способе поднять настроение и оставаться позитивными перед лицом невзгод. Happy Song показывает, что группа двигалась в том же музыкальном направлении, которое удивило многих поклонников синглом Drone 2014 года. Здесь больше внимания уделяется мелодии и продюсированию. Оли также рассказал журналу Billboard. «Счастливая песня» — это саркастическое открытое письмо миру о том, как мы используем поверхностные и тривиальные вещи, чтобы игнорировать настоящие проблемы. Фразу «это дух» я услышал по телевизору или фильме, или что-то в этом роде. Я подумал о том, как иронически мрачно это чувство. Нет ответа, нет решения. Единственное, что вы можете сказать — просто продолжай идти. И это то, о чем счастливая песня. Речь идет о том, чтобы найти свет во тьме. Песня «Mantra» — это исследование духовности и экзистенциального страдания. Рассказчик просит слушателей присоединиться к нему в создании нового духовного движения и призывает их рассмотреть возможности, но не дать лжепророкам одурачить себя. Лирика намекает на то, что для обнаружения истины и цели требуется время, и что это может быть сложным процессом. В конечном счете он предупреждает, что использование одной и той же мантры снова и снова не принесет истинной свободы и изменений. Песня также намекает на то, что вера, даже если она не имеет смысла, необходима для того, чтобы отпустить старое, цепляясь за те же привычки и ценности, и в конечном итоге двигаться дальше и создавать что-то новое. Mantra — песня, говорящая о том, как люди слепо следуют за другими.
Мы хотим сделать цепляющие песни с новым видением. Это самая сложная запись, которую мы когда-либо делали, потому что мы поставили перед собой задачу сделать что-то совершенно другое, не опираясь на то, что мы делали раньше. Вдохновением для этой песни послужил документальный фильм Netflix под названием «Дикая-дикая страна» о лидере культа Бхагване Шри Раджниши и его последователях. Олли рассказал: «Я смотрел, как все эти люди, преданные одному парню, делают для него всякую ерунду. Когда я смотрел фильм и одновременно пытался писать тексты, я проводил параллель между культом и любовью». Далее Олли пояснил, что песня включает в себя аспекты его развода, который произошел до написания нового альбома. Начинать отношения, особенно брак, это все равно, что создавать культ. Небольшой культ двух людей. Потому что вы должны полностью отдаться этому человеку. Вы должны доверять ему, вы должны любить его безоговорочно. В первом куплете певец описывает, как он не особо верил в магию Вселенной, пока не встретил человека, которому поет. Ему кажется, что он знал ее всю жизнь. Во втором куплете певец признает, что может быть непостоянным в своих чувствах, но он знает, что он и человек, которому он поет, были избраны друг для друга. Их неверный выбор и ошибки – это часть пути, которая свела их вместе. Бридж не имеет осмысленного текста, но служит для усиления эмоционального накала песни. Повторяющиеся «ох» создают ощущение тоски и страсти. В целом Mother Tongue – это песня о силе связи и важности быть верным себе и своему культурному происхождению. Певец ценит аутентичность и хочет разрушить барьеры в общении, чтобы полностью понять человека, которого любит. На самом деле вдохновением была моя жена. Весь альбом о любви, наши взлеты и падения и все такое – это просто разговор о том, когда я впервые встретил свою жену. Ее зовут Алиса, она из Бразилии. Она не очень хорошо говорит по-английски, а я не говорю по-португальски. У нас просто изначально была какая-то необъяснимая связь. Любовь выходит за рамки языка. Цвет кожи, расы и все остальное – вы не выбираете, кому у вас возникает это чувство. Итак, мы рассмотрели с вами 15 песен. Если вы хотите узнать больше о песнях из EP Posthuman, тогда смотрите мой обзор, я там рассмотрела их тоже. Давайте сделаем вывод. В своем творчестве ребята рассказывают о тяжелых временах Олли, когда он боролся с зависимостью. Сайкс буквально рассказывает нам свою историю и делится опытом. В основном лирика сосредоточена на том, чтобы слушатель мог разделить чувства и эмоции с исполнителем, что помогло бы ему самому пережить сложные жизненные ситуации. Музыканты говорят, что даже самые мрачные времена пройдут, все обязательно наладится, главное не сдаваться и продолжать бороться. Таким образом, они подбадривают своих слушателей. Ну и на этом все. Обязательно напишите внизу в комментариях, какая группа должна быть следующей. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, помогите мне его продвигать, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Ну и, конечно, если хотите дополнительно меня поддержать, для этого есть Boosty. Там я постоянно выкладываю разные фотосессии, вы можете заказать отдельно для себя реакцию, и там много других примочек. Также у меня есть Twitch, где я стримлю каждую неделю, мы с ребятами слушаем новую музыку. Ну и другие социальные сети тоже вас ждут. Спасибо большое за просмотр. Пока!